В России официально признана вторая волна бензинового кризиса. Первая волна докатилась даже до Москвы еще в конце прошлого месяца. Судя по всему, тогдашняя ситуация была связана с пожаром на московском МПЗ в Капотне, принадлежавшем «Газпромнефти», случившееся 16 июня. После этого события напряженность бензином столицы достигла высшей точки буквально через неделю. В приложении к московской ситуации это означало простой в очереди по 2, а то и по 3 часа. При этом на руки выдавали по 30 литров. Затем в течение 2 недель ситуация с бензином стабилизировалась. Очереди исчезли, однако к работе так и не вернулось большинство мелких несетевых заправок. Их во множестве можно встретить и на МКАДе, и на тихих улочках обширных спальных районов Москвы. Причина ясна, им просто неоткуда взять бензин. Кроме того, кризисные дни конца июня выявили следующую закономерность. Бензин стабильно поставляли на заправки только 3 сетей. «Газпромнефть», «Лукойл», сюда же относится «Тибойл», и «Роснефть». Еще одна крупная сеть «Нефтемагистраль» сразу отпала. В лучшем случае на ней можно было залиться дизелем, да и то за 100 рублей за литр. При этом упомянутая тройка держала следующие цены. Бензин АИ-92 – 70 рублей, АИ-95 – 75 рублей, дизель – 80 рублей. Понятно, что они покажутся жителям иных регионов очень даже желанными. Да и очередь в 2 часа с гарантированной выдачей драгоценных литров для многих не проблема, стоят сутками. Однако Москва – это крупнейший потребитель бензина. Летом в сутки столичные АЗС разливают до 20 тысяч тонн. В этом смысле неудивительно, что топливо со всей страны сливается в столицу. Сохранившаяся плотность бензоколонок обеспечивает какую-никакую конкуренцию и обеспечивает стабильность цен. Стало быть, если очереди за бензином вернулись в Москву, значит по России дела обстоят еще хуже. Получается, Москва стала ближе к России. Эта неделя в частности топлива начиналась вполне благополучно. Бензин в Москве и области был повсеместно. Ограничений и очередей на заправку не наблюдалось. В среду топливо снова начало пропадать с заправок. В пятницу вечером найти заправку без очередей уже представлялось затруднительным. Конкретно на съезде с МКАДа на Ленинградский проспект в центр на Роснефть обнаружился хвост примерно из 50 машин. На следующем за ней Лукойле горючего вообще не оказалось. На Газпромнефти, что на пересечении Севастопольского и Балаклавского проспектов, обнаружился дизель и электричество за 22 рубля киловатт-час. Безвестная Бора Петрол на Балаклавском проспекте торговала лишь дизелем за относительно недорогую цену – 76 рублей за литр. Но сколько серы в этом дизеле неизвестно. Относительно доступный бензин обнаружился на Т-бойле пересечения Азовской и Старобалаклавских улиц с хвостом всего-то в 20 машин. Позавчера самый дешевый дизель, который мы встретили на нефть-магистрали в южной части Москвы, предлагался по 95 рублей за литр. Притом ни одной заправки в этой сети с наличием бензина нам не встречалось. Роснефть на Варшавке торговала всеми видами топлива, хвост машин не более 20. На Лукойле пересечения Варшавки и улицы Подольских курсантов в наличии не оказалось АИ-95, но разливали АИ-92 и даже АИ-100. По нынешним временам редкость. Хвост здесь не превышал 15-20 автомобилей. Короче говоря, позавчера на юге можно было беспроблемно заправиться. Правда, и машин в тот день в городе было немного. Все были на дачах. Вчера мы потратили около 3 часов на системный объезд большого сектора столицы, ограниченного Варшавским и Каширским шоссе. Картина оказалась удручающей. По сути, мы обнаружили только 3 полноценно работающих заправки. Одна на пересечении Каширского шоссе и Борисовские пруды, по правую сторону в область. Хвост до въезда на нее огромный. Около 60 машин, ожидание в очереди не менее 1,5 часов. Вот оно реальное видео. Еще большой хвост обнаружился на съезде с улицы Подольских курсантов на Варшавское шоссе. На местную Роснефть я встал в очередь 65-м. Быстрее всего можно было заправиться вдали от 2 основных шоссе Южного округа, на тихой улице Красного Маяка.
Местная «Газпромнефть» предлагала все виды топлива, а хвост был относительно небольшим, около 40 машин до въезда на площадку. Вот видео. Для полной картины отметим, что метан по 35 рублей в столице по-прежнему остается в свободном доступе, но легковых машин на заправках «Газпромнефти» с ним не видно. Что ж, будем и дальше держать вас в курсе дела, подписывайтесь на канал. Пока очевиден тренд на усугубление ситуации по всей стране. Если в столице пока еще можно найти работающую заправку, пусть даже для этого придется постоять в очереди, то в ряде регионов ситуация значительно жестче. И самое неприятное здесь даже не сама цена топлива, а неопределенность. Водитель уже не может быть уверен, что через 100 или 200 километров вообще сможет заправиться. Особенно много сообщений сейчас приходит с юга России. Ростовская область, Краснодарский край, Сочи, Новороссийск. Именно там автомобилисты рассказывают о многокилометровых очередях и перебоях с наиболее популярными марками бензина. Причем речь идет не только о каких-то небольших частных АЗС. Проблемы фиксируются и на крупных федеральных сетях. Отдельная история — трасса М4 Дон. Это одна из главных автомобильных артерий страны, по которой летом ежедневно движется огромное количество автомобилей. И если на такой дороге водитель начинает проезжать одну заправку за другой, а там либо нет нужного бензина, либо уже стоит очередь на несколько часов, это очень быстро превращается из локальной проблемы в серьезный транспортный риск. Причем люди рассказывают довольно парадоксальные вещи. На одной заправке может быть АИ-92, но отсутствовать АИ-95. Через несколько десятков километров ситуация меняется на противоположную. Где-то остается только дизель, а иногда бензин формально числится в наличии, но подъехавший водитель обнаруживает, что колонка уже не работает или топливо закончилось. Получается странная ситуация. Современные приложения показывают наличие топлива, навигатор ведет тебя на конкретную АЗС, ты рассчитываешь, что спокойно заправишь машину, а на месте оказывается совсем другая картина. Поэтому сейчас многие автомобилисты фактически вынуждены планировать маршрут не только по расстоянию и пробкам, но и по потенциальным точкам заправки. И здесь возникает еще одна проблема – ограничения. В некоторых регионах власти уже возвращают практику продажи топлива по определенным правилам. Где-то вводят лимиты на объем заправки, где-то ограничивают продажи в канистры, а где-то начинают использовать заправку по номерным знакам. На первый взгляд кажется, что 30 литров это довольно много. Но для человека, который находится в дальней дороге и не знает, где будет следующая работающая АЗС, это уже совсем другая история. Особенно если автомобиль расходует 10-12 литров на сотню километров, а впереди еще несколько сотен километров пути. И самое интересное, что параллельно с дефицитом обсуждается еще и качество топлива. Правительство разрешило временно расширить возможности по обращению бензина более низких экологических классов, в том числе бензина Евро-2. Временно это как минимум на год. Формально это должно помочь увеличить предложение и закрыть образовавшиеся дефициты. Логика здесь понятна. Если собственные мощности испытывают проблемы, рынок пытается дополнительно наполнить импортным или менее требовательным к производству топливом. Но автомобилисту от этого не становится спокойнее. Владельцу старой машины, возможно, действительно проще относиться к изменению качества топлива. И то спорно. А вот владельцы современных автомобилей уже начинают задаваться вопросом, что именно они заливают в бак. Особенно это актуально для китайских автомобилей с современными системами впрыска, турбированными двигателями и сложными системами очистки выхлопа. Производитель рассчитывает характеристики топлива не просто так. И если на протяжении длительного времени использовать топливо, параметры которого отличаются от рекомендованных, последствия могут проявиться далеко не сразу. Поэтому сейчас как никогда имеет смысл не просто смотреть на цифру 92, 95 или 100, а обращать внимание на документы и характеристики топлива на конкретной АЗС. Потому что цена ошибки может оказаться значительно выше разницы в несколько рублей за литр.
При этом власти продолжают объяснять перебои сочетанием сразу нескольких факторов: проблемами с логистикой, временным сокращением производства, ремонтом нефтеперерабатывающих мощностей и повышенным спросом. И вот с последним пунктом действительно возникает отдельный вопрос. Нельзя назвать все происходящее исключительно ажиотажным спросом. Люди не тратят больше топлива, чем обычно. Не может быть ажиотажного спроса на воздух, потому что сколько вы дышите, столько дышите. И на бензин, потому что вы его просто не заправляете больше, чем сможете потребить. Бензин же не бесплатный. И давайте отдельно обсудим реакцию местных властей. Власти Сочи недавно призвали жителей воздержаться от поездок на машинах из-за перебоев с топливом. В Калужской области губернатор Владислав Шапша официально подтвердил, что на АЗС снова перебои с продажей бензина. Это всего через неделю после отмены ограничений на продажу топлива в регионе. Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сначала написал несколько постов в своем телеграм-канале с критикой крупнейших нефтяных компаний, которые постоянно сокращают поставки топлива в регион. Ну потому что реально такое ощущение, что Липецк просто никому не нужен. И соответственно глава региона писал, что в ближайшие недели лучше не станет, но потом удалил все посты. Ну и в итоге губернатор оставил только старый пост, в котором в бензиновом кризисе все равно обвинял жителей региона, которые по версии губернатора бросились скупать топливо впрок из-за ажиотажа, как когда-то на гречку. Вижу, что все некогда им обновить эту глупую методичку, которая уже давно всем надоела. Также в интернете многие обратили внимание на видео из Новосибирска. Туда приехал Владимир Путин и якобы неожиданно остановил кортеж, чтобы выйти к стоящей на тротуаре толпе детей. Тут, во-первых, примечательно, что все это на фоне заправки Boil, у которой отключено табло с ценами на топливо. Либо там не было топлива, либо просто табло выключили, чтобы не показывать в новостях, что цены слишком высокие. Да, потому что уже неоднократно выкладывали заправки в регионах, куда приезжает президент, и там на день приезда цены ниже, чем на следующий день, когда он уезжает и снова цены возвращают. То есть получается, что если первое лицо посмотрит, он скажет, что цены нормальные. Никакого кризиса нету, а потом, как уезжает, снова цены растут. И вот здесь возвращаемся к главному вопросу. Насколько долго продлится эта ситуация? Пока складывается впечатление, что проблема не исчезает, а перемещается из одного региона в другой. Где-то очереди пропадают, зато появляются ограничения. Где-то бензин снова появляется, но растет его цена. Где-то работает только часть крупных сетей, а небольшие независимые заправки вообще вынуждены закрываться до момента, когда смогут получить очередную поставку. Для обычного автомобилиста все это означает одно. Сейчас лучше не рассчитывать на то, что привычная заправка обязательно будет работать так же, как раньше. Если предстоит дальняя поездка, имеет смысл заранее продумать несколько вариантов остановки и не доводить бак до практически пустого состояния. Потому что сегодня ты спокойно проезжаешь этот участок дороги, а завтра здесь уже могут стоять очередь из нескольких десятков автомобилей. И Москва в этой истории является, пожалуй, одним из главных индикаторов. Если перебои начинают заметно проявляться даже в столичном регионе, где огромный рынок, развитая инфраструктура и большое количество АЗС, то ситуация в менее обеспеченных топливом регионах потенциально может быть еще сложнее. Поэтому будем следить не только за ценами на табло, но и за фактическим наличием топлива. Потому что сейчас две эти цифры могут рассказать совершенно разные истории. Бензин может стоить дорого, но его хотя бы можно купить. А может быть ситуация намного хуже. Цена есть, колонка есть, а самого бензина нет. Напишите в комментариях, что происходит у вас. Есть ли очереди, какие марки бензина доступны, сколько сейчас стоит АИ-92, 95 и дизель. И приходится ли вам искать работающую заправку по всему городу. По вашим сообщениям можно будет понять, где ситуация действительно стабилизируется, а где проблемы только начинают набирать обороты. Спасибо за просмотр, мне правда интересно почитать ваши комментарии.